Я одела хорошее белье. Я просто очень хочу выпить и поиграть. Если честно. Выпить, поиграть, а потому что... Чем обычно заканчиваются вечеринки рок-звезд? Выпила, потанцевала, поиграла, а потом... Спать, конечно. А ты был на вечеринках рок-звезд? Так вот, новые треки. Я не помню. Наверное, я много выпила. Задубел? Но просто ты поругала басиста. Я не помню, потому что я могла ругать всех. Ну, они тебя слушаются и делают вообще все, что ты всех этих чуваков в подворотне там, да, на улице нашла, подобрала, воспитала. Ну, они очень довольно-таки сами воспитанные уже были. Нашлись просто. Почему английский язык? Я помню, что начинала писать на русском языке. Голос, он как второй инструмент. Я очень хочу выпить коньячку с вами, например. Пойдем. Евгений Лайт колбасит, там все тусуют. Слушай, Евгений Лайт колбасит, поэтому здесь. Как там чек прошел или ничего не прошел? Как обычно, подоглох немножко. Ты приходишь, чтобы тебя потрясли басы, чтобы посмотреть на ребят, как они там много на комбик закидывают, как они там блюют друг на друга, кидают палочки или швыряют гитару. Я выйду, я сыграю, все очень быстро устаревает. Ты работаешь над альбомом, и ты понимаешь, что это самый какой-то свежак, но ты делаешь его долго, и ты его выпускаешь не через полгода, как хотел, а через год. А за эти полгода выходит несколько альбомов, где ты слышишь то же самое. Ты слышишь эти идеи, ты слышишь эти ходы, и все, ты опознал. Эта музыка тяжелая для восприятия. Она не танцевальная, она не очень харизматичная. У меня еще есть группа Селихов. Музыка совершенно для слушателя непотребная. И мы были на фестивале в Перми, на Белых ночах. Нам дали там приз, но при этом говорили: ребята, вы же понимаете, что у вас на всю Россию 100 слушателей? Говорим: да, мы знаем, к нам на концерте человек 5 ходит. Но это не значит, что она плохая. Вопрос восприятия и натренированности. Чем больше ты слушаешь музыку, тем больше ты готов воспринять, тем больше ты на себя сможешь взять. Ну это как извращение такое, знаешь, как есть очень дорогие вины, в которых есть запах там кошачьей мочи. Ну это вот примерно такой формат. Давай пообщаемся, только у меня там пластинка. Я уже... Общаемся, но у меня там пластинка. У нас с тобой одна тема для разговора. Музыка. Что другого делать не умею. Хотел, чтобы прозвучала музыка несколько иного формата, как можно ближе к экспериментальному и как можно дальше от привычного, скажем так, звучания. Я ни в коем случае не буду говорить, что поп-музыка это плохо. Поп-музыка, на мой взгляд, это хорошо, просто каждый играет такую музыку, которую он, собственно, заслужил. Это все зависит от его IQ. Андеграунд, он и должен быть в стороне немножко так, а поп-музыка, она должна быть главенствующей. Но есть же такие андеграундные проекты, всеми любимые, как Coil, например, которые стали классикой, скажем так, индустриальной музыки, постиндустриальной. Пьяный Джон Белланс спускался по лестнице и упал, и свернул себе шею. Крис Кристоферсон год прожил и умер тоже. Первые эксперименты с электроникой танцевальной. Модерат вышел новый альбом. Слушал? Есть фильмы, которые сложно смотреть, и есть книги, которые трудно читать. В этом и заключаются элементы интеллектуальной работы. И это касается поп-музыки. Поп-музыка это так, Джимми Хендрикс. Вот это как раз таки тот случай, когда нет понятия поп-музыки, нет понятия андеграунда. Потому что назвать Джимми Хендрикса не андеграундным, просто язык не поворачивается. Он вел такой образ жизни, что он априори андеграундный чувак, да? Но он стал каким-то чудом популярен. Вот я вот больше иногда сползаю к такой псевдо-поп-музыке. Black Sabbath там или Led Zeppelin, например, Роллинги. Это как бы вот популярная музыка, но при этом как бы в ней есть еще кое-что.
приехал из Москвы, надела там кучу фэшн-фотосессий. Как бы за меня заплатили. Знаете, такой клуб хо-хо. Все скуластые, там 180, там 90-60-90. То есть, в принципе, как бы в этом весь замут. Вот. И как бы по внешности все... Пышечки есть? Пышечки у вас? Есть пышечки. Пышечки есть? Да. Карлица есть? Мы снимаем, когда отправляем их для каких-нибудь там Balenciaga там и так далее, типа Calvin Klein. Ребята, концерт был шикарный. Маршала понесли. Торжественно. У него парень есть, понял? У него парень с татуировкой на полморды. Отчасти, отчасти, отчасти. Я боюсь. Подожди, как тебя зовут? Женя. Этот чувак открывал сегодняшний вечер. Да? Очень клево, поздравляю. Ребята, Материал, как да, стать там был диджеем? такой. А в чем проблема? Как сделать, чтобы это звучало там? Подземки? А зачем? Нет, ну Что это там? скорее, ну, с инди начинать, наверное, плохо. Блин, я не знаю, я не могу перечислить все. Я потому что меломанка, по сути. И я слушаю там от эмбиента до скрима. Темакор я не слушаю, но если только А фугази. пидор-хоп слушаешь? Поехали. Вы к началу пришли? Да-да-да. Да, мы были здесь до самого начала. До создания классно вообще то, всего. что, понимаешь, музыка и видеоряд, это все вместе. Что это было, ребят? Я вообще не понял, но охуенно. Кто играл? Мне не важно было, что играет вообще. Да, вы мне бабки должны платить за то, что мне снимать. Сколько? Но... Чувак, извини. Ну и ладно. Ты нашла его, да? Она нашла меня из глубинки. Я доволен. Я понял, что не зря все это. Контингент совсем не тот. Возьмем данный концерт, перенесем не в Россию. Концерты в России — это концерты в России. А концерты где-нибудь не в России — это концерты где-нибудь не в России. Отличие в чем? То, что там, блядь, Просто в Европе тусуются без блейзера, да? И все. да тут дело в Города. духе, в чистом сердце. Ты знаешь, я вот тусовался Поэтому там, очень многие и я знают. зырил, что привет, Никита. В России сломятся под все. Это Деле. хуё, они сломятся под какую-то там, где поют про любовь, и они такие ла-ла-ла-ла-ла, разносят всех, вообще неуместно. А самые, короче, мясистые треки, они стоят вот так, потому что устали. Вот она в чем суть России. Все совпало, да. Такси, Ну подожди. сейчас я попрощаюсь сейчас со своими ребятами.